Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, а это значит, что у нас для вас много нового и интересного. Сегодня речь пойдет и о преступлениях. Многие из них так и остаются нераскрытыми, а злодеи безнаказанными. Но есть и другие преступления, которые совершили, мягко говоря, неподготовленные люди. Часто такие ситуации превращаются в сюжет для комедийных фильмов. Ловите топ-20 самых глупых и нелепых преступлений. Поехали! Наркотики и автобус. Гэвин Коул, проживающий в Дублине, прятал в кармане несколько пакетиков с героином. Зайдя в автобус, он решил их достать, не обращая внимания на других пассажиров. И по року судьбы напротив него ехал офицер отдела по борьбе с наркотиками. Он возвращался с работы и был в штатском, поэтому не привлек к себе внимания. Пока горе-преступник любовался своим товаром, у него зазвонил телефон. Гэвин поднял трубку и, ничего не стесняясь, ответил: «Наркотики у меня, не забудь деньги, встретимся на остановке». Этого уже было достаточно. Но, не побоюсь этого слова, наш герой-идиот решил закурить марихуану, расслабившись в ожидании удачной сделки. Неудачник Браун. Впервые Браун пошел на преступление, когда служил на почте. Он решил ограбить банк и, казалось бы, все продумал. Пистолет, маска на лице, угрожающий голос. Но вот переодеться он все же забыл и направился в банк в форме, где была табличка с его фамилией. Копы уже стучались к нему домой, когда он только начал считать украденное. Браун получил 5 лет, но вышел досрочно. Он не завязал со своим сомнительным прошлым и решил вновь пойти на дело. Браун надел обычную одежду, маску, пистолет, все было подготовлено. Но в банке оказалось уж очень много людей, и преступник постеснялся кричать. Вместо этого он на бумажке написал: «Доставай все деньги, иначе застрелю». Кассир отдал все деньги, а преступник скрылся. Но ненадолго, ведь у кассира осталась его записка, написанная на обратной стороне письма, которое полиция отправила на имя Браун. Нелепейшая глупость. Просто дабл-неудачник. Клянусь говорить правду. Американец, решивший стать полицейским, должен вначале заполнить анкету. Именно из-за нее один житель США и оказался в тюрьме. Эдвин Гайнор из Техаса решил посвятить свою жизнь служению закону и отправился в полицейский участок. Там ему дали заполнить специальную анкету, где среди многих вопросов был и такой: совершали ли вы преступление? Эдвин Гайнор, на удивление, оказался очень честным. Он ответил положительно и в красках описал все свои мелкие грабежи и один угон машины. Описал, в какой одежде и когда он совершил преступление. Читая анкету, полицейские сначала подумали, что это розыгрыш, но все же решили проверить. Оказалось, что вся эта информация правдивая, а преступник, наверное, совсем глупый, раз решил сам все рассказать. Мистера Гайнера арестовали, но свою долю славы он получил по всему миру. Голодные грабители. Невероятно нелепое преступление произошло в Чикаго. Двое голодных грабителей решили ворваться в закрывающийся Макдональдс. Кроме денег, преступники потребовали бигмаки, но те были холодные, и грабители согласились подождать. Они ждали до того момента, пока не услышали полицейские сирены. Грабители пустились на утек, забыв деньги и даже не попробовав гамбургеры. Но были пойманы и отправлены в участок. Сливки вместо маски. Калифорнийский житель, решивший внезапно ограбить банк, не нашел маску. Вместо этого он обмазал лицо взбитыми сливками из баллончика. Естественно, когда он потребовал деньги у кассира в таком виде, ничего кроме дикого хохота в ответ не услышал. Из-за некоторой заминки сливки уже начали течь по лицу, и преступник направился к выходу. Но его самодельная маска не давала возможности рассмотреть, куда бежать, поэтому вместо двери грабитель ринулся к окну и потерял сознание от удара о толстое стекло. В себя он уже пришел с приездом полиции. Невезучий Санта. Грегори Харланд Уайт решил ограбить банк в Тасмании в костюме Санта-Клауса. Он тщательно спланировал свое преступление, решив спрятать одежду после и уехать с места преступления на велосипеде. Купив костюм Санты, Грегори направился в банк, вооружившись кусками трубы, связанными вместе и напоминающими пистолет. После того, как он получил деньги, попытался скрыться. Преступник переоделся и побежал к велосипеду, оставленному заранее. Но вот незадача. Он забыл снять штаны, которые были очень широкие и не давали возможности крутить педали. Полицейские быстро поймали воришку Санту. Подготовительный звонок от преступников.
В 2010 году Альберт Бейли и его несовершеннолетний друг решили ограбить банк в Коннектикуте. Чтобы не ждать в банке, пока им вынесут все деньги, они решили заранее позвонить и предупредить о готовящемся преступлении. Грабители рассчитывали, что за это время банк подготовится и сразу выдаст им $100 тысяч. После этого Бейли отправил своего сообщника с запиской, что это именно они, те самые грабители, которые звонили. Естественно, сотрудники банка предупредили полицию о звонке, и те уже ждали смельчаков. Получив свои заказанные деньги легко и без сопротивления, мужчины с радостью направились к выходу. Они не ожидали, что их уже ждет полиция. Прокурор предъявил обвинение в угрозах и ограблении, но, наверное, из-за глупости всей ситуации потребовал в суде только 10 лет тюрьмы. Опасная электропила. Совсем юная жительница Флориды решилась на грабеж, но не имела огнестрельного оружия. Тогда ее выбор пал на самый опасный предмет в наличии – электропилу. Именно с ней преступница и ворвалась в мотель, требовала открыть сейф и отдать ей все содержимое. Вопреки ее ожиданиям, работники нисколько не испугались, а даже наоборот посмеялись с девушки, грозно размахивающей выключенной электропилой. Как сказали полицейские, девушка, наверное, и не знала, как пользоваться этой опасной штукой. Отметили освобождение из тюрьмы. Джон Уорри с друзьями отмечал свое освобождение. Он вышел, наконец-то, из тюрьмы и решил больше не нарушать закон. Сильно напившись, Джон не сел за руль, а вызвал такси. Добравшись благополучно до своего дома, он обнаружил, что ему нечем рассчитаться с таксистом. Сказал подождать, пока он возьмет деньги дома. Но и дома денег не нашлось. Зато под рукой оказался пистолет. И уже таксист отдавал преступнику все свои деньги под дулом пистолета. После случившегося таксист позвонил в полицию. Приехавшие полицейские обнаружили пьяного и спавшего в обнимку с пистолетом грабителя. Вот так алкоголь помешал мужчине начать новую жизнь. Он снова отправился в тюрьму. Жертва компьютерного прогресса. Молодого человека в Детройте привлекла большая толпа. Подойдя поближе, парень увидел, как офицер полиции показывал местным ребятам новый компьютер у себя в патрульной машине. Молодой человек тоже поинтересовался, как же работает эта новомодная штука. Офицер взял права парня и вбил его данные в компьютер. Это стало полным фиаско, ведь на мониторе высветилась вся информация о нарушениях и вооруженных ограблениях, совершенным этим молодым человеком 2 года назад. Он тут же был арестован. Напрашивается вопрос: зачем подходить к полицейским, если ты в прошлом нарушал закон и не понес за это наказание? Беглый преступник и социальные сети. Николасу Гроуву удалось сбежать из тюрьмы в США. Он сделал подкоп под стеной и смог выбраться незамеченным. Пожалуй, его бы и до сих пор не нашли, если бы он не догадался выложить свое селфи в Instagram и написать целый пост в Facebook о своем удачном побеге. Такая опрометчивость стоила Николасу свободы. Его нашли отдыхающим в Мексике. Законопослушный грабитель. Этот грабитель пришел в магазин в маске и с дробовиком. Забрал все наличные у продавца из кассы и хотел было уходить, но увидел бутылку виски. Продавец отказался ему ее отдавать, ссылаясь на юный возраст преступника. Тогда тот достал свои права и предъявил их продавцу. Получив деньги и бутылку виски, молодой человек направился на выход. Но недолго длилась его эйфория от удачного грабежа. Полицейские пришли к нему домой. Сообразительный продавец запомнил имя и фамилию преступника. Очень нерешительный грабитель банка. Первое и, пожалуй, последнее ограбление этого жителя Дюссельдорфа очень похоже на комедийный сценарий. Парень пришел к банку и еще до его открытия и несколько часов ждал. После этого еще 3 часа он стоял у входа под наблюдением видеокамер, не решаясь зайти и привлекая к себе лишнее внимание. Особенно привлек внимание его нелепый наряд – майка, шорты и шерстяная шапка. Когда грабитель все же собрался с мыслями, он зашел в банк и резко натянул шапку на лицо. Но прорези для глаз оказались сзади, поэтому преступник ничего не видел. Он в панике снял шапку и оказался как раз под камерой, которая отчетливо зафиксировала его лицо. После этого он не передумал совершить грабеж и направился к кассе, угрожая кассиру пистолетом-зажигалкой. Совсем дрожащим голосом он потребовал отдать ему деньги, на что кассир только рассмеялась. Парень совсем опешил и решил покинуть банк. Но далеко ему уйти не удалось, его задержала охрана. Судья был настолько добр, что дал неудачнику-грабителю всего лишь год условно. А еще совет, что тому больше не стоит так позориться и в дальнейшем грабить банки. Это не его конек. Банк-мышеловка.
В штате Теннесси находится банк Гринбанк. Даже сотрудники уже точно не знают, сколько раз его грабили. Здание стоит одиноко на дороге и кажется очень легкой и заманчивой добычей для грабителей. Кассиры банка уже с привычной им сноровкой складывают деньги в сумки и отдают налетчикам. После чего сообщают полицейским. Всех таких неудачных грабителей удалось поймать, ведь от банка ведет всего лишь одна дорога. Сотрудникам остается запомнить, в какую сторону и на чем поехали грабители. Остальное – дело за полицейскими. Сдался, чтобы получить за себя вознаграждение. Как было бы круто помочь полиции и сообщить о местонахождении опасного преступника. И после этого еще и получить вознаграждение. Так и поступил член афганской группировки «Талибан». Он пришел в полицию с объявлением в руках и своей фотографией и потребовал награду в $100. Непонятно, на что рассчитывал Мохаммед Ашан, поступив таким образом, но, пожалуй, не на то, что его тут же арестуют. А разыскивался он из-за подозрений в причастности ко взрывам. Поэтому маленькая подсказка грабителям. Если вы увидели себя на фотографии со словами «разыскивается», деньги вам никто не даст за то, что вы пришли. Оружейный магазин с битой. Пожалуй, самый эффективный и действенный способ ограбить кого-то – это иметь при себе огнестрельное оружие. Но наш следующий герой так не думал. Он решил ограбить оружейный магазин, имея при себе лишь биту, который начал разбивать витрины. И если у преступника не оказалось доступа к пистолету, то у продавца магазина он оказался. И теперь уже преступник попал под дуло пистолета, где и дожидался полицейских. Номер телефона преступника. В 2008 году в Чикаго произошла весьма глупая ситуация. Рубен Зарат, которому было всего 18 лет, решил ограбить магазин. Вооружившись пистолетом, он потребовал деньги. Но практически все деньги были в сейфе, ключ от которого был у администратора. Преступник решил вернуться за добычей, когда появится администратор, а чтобы сэкономить время, оставил продавцам свой номер телефона. И, конечно же, сотрудники магазина перезвонили парню, заранее сообщив полиции. Когда Рубен вернулся за деньгами, его уже ждали копы. Произошла даже небольшая перестрелка, но преступника удалось задержать. Глухой грабитель, горе в семье. В далеком 1995 году в Берлине мужчина попытался ограбить банк. У него был пистолет, и действовал он по классическому сценарию. Направил пистолет на кассира и требовал деньги. Но что-то странное было в его поведении. Когда один из сотрудников спросил у мужчины, нужен ли ему пакет для денег, тот ответил, что ты прав, это настоящий пистолет. Тогда и стало понятно, что у преступника проблемы со слухом. Работники банка решили включить сигнализацию, но даже этого наш злодей не услышал. Преступником оказался Клаус Шмидт, который даже попытался подать в суд на банк, что тот воспользовался его глухотой и инвалидностью. Бесплатное пиво бывает только в мышеловке. Интересный способ поимки преступников придумали полицейские в Дербишире. Они отправляли уведомления разыскиваемым преступникам о том, что те выиграли ящик пива. Чтобы его получить, им нужно обратиться в компанию. Большинство беглецов соблазнялись на бесплатное пиво и называли свое местонахождение, чтобы им прислали подарок. Но вместо холодного напитка за дверью их ждала полиция. Не дождался очереди. Еще один герой решил ограбить банк в Америке. Он пришел и стал в очередь, написав на бланке «Это ограбление, давайте деньги». Даже в этой одной фразе он умудрился сделать несколько ошибок. Очередь была большая. Преступник решил, что его записку мог кто-то увидеть и вызвать полицию. Поэтому с этим же бланком он пошел в соседний банк, где оказалось людей намного меньше. Дождавшись своей очереди в кассу, он отдал записку кассиру. Прочитав ее, сообразительный сотрудник ответил, что это бланк не их. Нужно заполнить бланк именно их банка. Ошарашенный преступник решил уйти, а в банке тем временем уже вызвали полицию. Нашли несостоявшегося грабителя в первом банке, куда он зашел снова попытать свое счастье. Это был наш топ-20 самых глупых преступлений. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите под видео, какое из 20 преступлений, по-вашему, самое глупое. Может, у вас есть другие истории? Делитесь в комментариях. До новых встреч на канале Фактограф.